Глава 991. Эссенция ледяного пламени. С громом Хань Ли мелькнул на расстоянии более 60 метров. Когда он появился снова, он посмотрел в сторону ослепительных взрывов с торжественным выражением лица. Своими глазами духовного прозрения он мог ясно видеть, что происходит, несмотря на ослепляющие вспышки. Облачные бамбуковые мечи были невероятно острыми, учитывая, что они были закалены золотой эссенцией, но, поразив золотой барьер серебрянокрылого ночного демона, их с легкостью отразило. Казалось, что мечи отклонило до того, как они смогли атаковать. Питон из божественной дьявольской молнии просто встряхнул барьер своими атаками, но, похоже, не нанес никакого ущерба. С другой стороны, фиолетовое пламя с холодным блеском в глазах Хань Ли увидел, что огромный кусок пурпурного льда покрыл золотой барьер и стал замораживать его. Серебрянокрылый ночной демон был в безопасности в пределах светового барьера, но на его лице было явное изумление. Он не ожидал, что фиолетовое пламя окажется таким мощным. Но, поскольку лед покрывал барьер, а не его самого, ему было легко избежать это. Серебрянокрылый ночной демон прижал руки к золотому барьеру и заставил его сиять бесчисленными лучами, пробив тонкую дыру во льду. Затем весь пурпурный лед медленно начал распадаться. Сердце Хань Ли дрогнуло. Взмахом руки он вернул все свои летающие мечи, заставив их вращаться вокруг него. Вскоре ночной злодей размылся и снова появился за пределами пурпурного льда. Он взглянул на Хань Ли взглядом, переполненным кровожадности, и поднял руку, мгновенно вызвав золотой шар. Затем Хань Ли наконец сказал: «Теперь я уверен, что помимо техник земляного и ветреного перемещения, ты способен использовать техники металлического элемента». Легенда гласит, что золотые лунные трупы — единственные усовершенствованные трупы, которые могут использовать эти техники. Неужели ты уже начал эволюционировать? С этими словами Хань Ли пристально взглянул на золотые чешуйки на теле ночного демона. Ночной злодей был несколько удивлен вопросом Хань Ли, но вскоре он фыркнул и злобно ухмыльнулся: «Я начал свою эволюцию 10 тысяч лет назад. Если бы вы все сразились со мной с самого начала, у вас мог бы быть шанс. Но теперь ты один, одинокое дерево против шторма». Серебрянокрылый ночной демон слегка взмахнул крыльями и потерял маскировку, раскрывая золотистый цвет. Затем вспыхнула удивительная небесная ци, которая сотрясла даже поймавших их световой барьер. Хань Ли прищурился от этого ощущения. Эта духовная ци была даже сильнее чем-то, что он испытывал от культиваторов на поздней стадии зарождающейся души. Даже 3 великих культиватора небесного южного региона не могли с этим сравниться. Эту духовную ци можно было сравнить с ци 2 высших демонов, с которыми он столкнулся в долине падения демонов. Внутренне потрясенный, Хань Ли сказал со спокойным выражением на лице: «Даже если ты начал культивировать, ты все равно в ловушке в этом месте. Независимо от того, как долго ты будешь эволюционировать, твоя эволюция не будет завершена без лунной инской эссенции. Самое большее, ты можешь использовать только поверхностный уровень техник металлического элемента. Без магических инструментов или сокровищ, закаленных материалами металлического элемента, ты не сможешь их использовать». С этими словами Хань Ли подумал о щите женщины в черном и своих летающих мечах. Он чувствовал, что это будет довольно проблематично, поскольку магические инструменты и сокровища этого века почти всегда закалены каким-то металлом. «Хе-хе, вот как? Тогда я тебе сейчас все покажу». Сказав это, ночной демон вытянул руку, вызвав шар ослепительного золотого света. Затем он поднял другую руку в воздух и выпустил лучи серого света на высушенные трупы, прикованные к каменным столбам. В мгновение эка лучи вошли в трупы, не оставив и следа. Хань Ли не смог это остановить, а его сердце ушло в пятки при виде этого, зная, что его дела плохи. Все цепи с грохотом упали на землю. Освободившиеся высушенные трупы открыли свои темно-зеленые глаза, сделав несколько неустойчивых шагов к Хань Ли. После этого трупы остановились, уставившись на Хань Ли пустым взглядом. Не двигаясь с места, ночной демон сказал надменным тоном: «Эти воплощения были закалены с помощью смертельной призрачной ци. У тебя нет шансов на победу. Если ты послушно отдаешь свою жизнь, я мог бы избавить тебя от боли поглощения твоей души». Хань Ли молча посмотрел на высушенные трупы вокруг себя, а затем выдохнул. «Я действительно не ожидал, что появится возможность использовать это сокровище. Я не знаю, кому из нас больше повезло, тебе или мне». Пробормотав это, Хань Ли хлопнул по изысканной сумке для хранения у себя на поясе. С потоком ветра из сумки вылетел шар размером с кулак, который приземлился к нему, сделав круг в воздухе. Веер 3 огней был изготовлен из перьев, несколько дюймов в ширину, цвета золота, серебра и красного цвета. Его поверхность была покрыта талисманными символами с несколько слоев, что приводило к периодическим колебаниям цвета его духовной ауры. Всякий раз, когда несколько символов появлялись одновременно, это создавало захватывающее зрелище. В этот момент ночной демон же закончил применять свою технику и бросился первым в атаку.
С криком он выпустил шар света из своей руки в Хань Ли. Вращаясь, он выпускал золотые лучи во всех направлениях. Как только лучи света появились, они сразу же приняли форму иголок, облетев вокруг шара, а затем устремились к макушке головы Хань Ли. Золотой свет наполнил воздух и обрушился на Хань Ли, как падающий дождь. Однако Хань Ли не пытался увернуться. Высушенные трупы одновременно подняли руки и собрали бесчисленные призрачные демонические нити, сплетая их вместе у земли. В мгновение ока под ним внезапно появилась огромная сеть и двинулась в ловушку. Такая большая сеть содержала в себе удивительное количество смертельной ци. Обычные культиваторы потеряли бы контроль над своей магической силой и телами из-за непосредственной близости к такому количеству великой смертельной ци. Но так как тело Хань Ли ранее было поражено зловещей ци и закалено искусством яркого нефрита, это не влияло на него. Несмотря на это, сеть обрушилась на него с такой огромной силой, что даже Хань Ли был удивлен. Затем выражение его лица стало мрачным, и он сложил руки вместе, в одно мгновение расширив веер 3 огней до метра. Держа веер одной рукой, Хань Ли сосредоточил в нем всю магическую силу своего тела и твердо взмахнул им. То, что произошло потом, удивило его. Он почувствовал, что веер мгновенно поглощает большую часть его магической силы, что чуть не заставило его выбросить веер. К счастью, веер в конце концов прекратил поглощать его магическую силу и издал крик Феникса. Веер дрогнул, и трехцветное пламя вспыхнуло, сгущаясь в Феникса шириной в метр с золотыми, серебряными и красными перьями. Эта странная сцена удивила Хань Ли. Сначала он думал взмахнуть веером еще раз, но его нынешней магической силе не хватало. Вместо этого его летающие мечи вспыхнули золотым светом и быстро запорхали в воздухе, создавая образ цветущего лотоса вокруг него. Недолго думая, он выплюнул глоток крови на жемчужину снежного кристалла. Она дрогнула и выпустила высшее фиолетовое пламя. Под контролем печати заклинания высшее пламя образовало круг вокруг него, а температура воздуха внезапно упала. Пламя рассеялось, внезапно образовав ледяную стену высотой 30 метров. Она сияла фиолетовым светом, окружая его. В этот момент бесчисленные золотые иголки ударились о ледяную стену. При ударе золотой и фиолетовый свет вспыхивали вместе, испуская звон при каждом ударе. Пятна золотого света освещали стену, а дыры глубиной в несколько дюймов пронизывали ее, но продолжали твердо сопротивляться повторяющимся волнам нападения. В то время как толщина стены составляла всего 3 метра, повреждения уже нанесли удар глубиной фут, что сильно беспокоило Хань Ли. Хотя Хань Ли этого не знал, ночной демон тоже был удивлен. Хотя его золотые иглы были закалены металлической духовной ци, они не были созданы из материалов, пригодных для атаки. Они медленно закаливались куском неизвестного металла, который он нашел давно. После нескольких тысяч лет закаливания в трупном пламени их мощь была весьма значительной. Они были намного более прочными, чем другие магические сокровища типа игл. Теперь, когда его подавляющей атаке оказывалось эффективное сопротивление, он был ошеломлен. Не так давно ему удалось разбить кусочек пурпурного льда своим золотым светом. Конечно, серебрянокрылый ночной демон не мог знать, что пламя, которое Хань Ли вызвал своей кровавой сущностью, не было обычным высшим фиолетовым пламенем. Это был уголек ледяного пламени, который он закаливал жемчужиной снежного кристалла после того, как он принял снежную духовную таблетку. Поскольку холод этого пламени нельзя было сравнить с его обычным высшим фиолетовым пламенем, ему также требовалась значительная магическая сила для контроля, но в сложившихся обстоятельствах Хань Ли вынужден был прибегнуть к сущности крови. Затем трехцветный феникс атаковал огромную серую сеть под ним. Огромная сеть мелькнула и выпустила несметное количество серых нитей, чтобы схватить феникса, мгновенно покрыв его с головы до ног. Увидев приближающуюся атаку, феникс издал мелодичный крик и сделал круг в воздухе, оставив вокруг себя таинственные ореолы света. Затем трехцветный свет засветился внутри ореолов, разливаясь яркими талисманными символами. В тот момент, когда потоки призрачных демонических нитей вошли в ореолы света, произошло нечто неожиданное. Глава 992. Сила веера 3 огней. В ореолах света трехцветного феникса огромный поток призрачных демонических нитей дрогнул, а затем испарился, превратившись в легкие облака серого дыма. В этот момент трехцветный феникс начал настоящую атаку и расширил крылья, превратившись в огромный огненный шар. Ореолы света вокруг него запульсировали и внезапно увеличивались в размерах. Колесо золотого, красного и серебряного света сформировалось внутри гигантской сети призрачных демонических нитей. Вокруг них мерцали талисманные иероглифы разных размеров, каждый из которых внушал страх своей силой. Эта великолепная сцена привлекла внимание и Хань Ли, и серебрянокрылого ночного демона. Вспыхнув ярким светом, гигантское световое колесо исчезло. Вскоре сотни метров сети призрачных демонических нитей тоже исчезли.
Серебрянокрылый ночной демоном невольно взмахнул крыльями, не веря своим глазам. Эта гигантская сеть состояла почти из всей смертельной трупной ци, которую он культивировал за все свое существование. Теперь у него осталось только на то, чтобы контролировать свои трупные воплощения, но они больше не были способны к каким-либо существенным атакам. Одна волна веера уничтожила бесчисленные годы его самоотверженной культивации. Учитывая его огромную силу, если бы он был пойман в ловушку в это трехцветное колесо света, ему наверняка бы пришел конец. Пламя колеса света, как ни странно, не изменило температуру. Оно действовало в соответствии с другими мирскими законами, получая доступ к космической силе, которая должна соответствовала только культиватора стадии божественной трансформации. Хотя Хань Ли никогда не сталкивался с культиваторами на уровне позолоченного лунного трупа, он прожил не один год в этом мире. Недавний удар содержал очень небольшое количество космической энергии, но этого было достаточно, чтобы вселить страх в серебрянокрылого ночного демона. Что это за сокровище и как оно может быть таким страшным? Учитывая уровень его культивации, если бы у него были подходящие высокоранговые сокровища, он бы смог избежать этой атаки. Но осознав, что он в ловушке этой ограничительной формации, у него никогда не было возможности получить такое сокровище. Если бы не культиваторы, вошедшие когда-то в пещеру, он не смог бы превратить их в воплощение демонических трупов, и его действия были бы невероятно ограничены. Хотя он приобрел большой ассортимент сокровищ у убитых им культиваторов, не было ни одного, которое мог бы привлечь его внимание, кроме зеркала темной луны. Имея только одно сокровище приемлемого качества в своем распоряжении, он вложил в него много времени и усилий, в результате чего потребовались многие исключительные способности. Поэтому то, что Хань Ли уничтожил его зеркало, привело ночного демона в ярость. В настоящее время бесконечные удары золотых игл разрушили почти половину ледяной стены Хань Ли. При этих обстоятельствах только одна вещь пришла в голову Хань Ли. Он вызвал маленькую бутылку, хлопнув по своей сумке для хранения, и отхлебнул каплю тысячелетнего духовного молока. По его меридианам тут же потекла мощная магическая сила, и Хань Ли, убрав бутылку, холодно уставился на демона вдалеке. Затем он снова крепко сжал веер и взмахнул им. Веер сверкнул ярким светом, а по его поверхности снова стали мерцать талисманные иероглифы. На этот раз Хань Ли планировал уничтожить его. К счастью, серебрянокрылый ночной демон был ограничен этой областью и не мог сбежать. Независимо от того, насколько сильна атака, она была бы бесполезной, если бы не попала по врагу. Лицо ночного демона исказилось от ужаса. Учитывая масштабы недавней атаки веера и ограниченную область в пределах светового барьера, окружающего их, у него не было другого выбора, кроме как сопротивляться атаке. Выругавшись про себя, ночной демон стиснул зубы и указал на золотой шар света, плавающий в небе. Он тут же прекратил испускать лучи света и выстрелил в его тело. В следующее мгновение его тело покрылось слоем сверкающего золотого света. В тот же момент он выплюнул изо рта облако черной трупной ци, сверкающее странным черным светом, и слилось с золотым световым барьером. При виде этого Хань Ли холодно рассмеялся и начал вливать всю магическую силу своего тела в веер, но внезапно заклинание под ними начало сильно дрожать. Весь световой барьер немного поколебался и исчез по вспышке света. Этот неожиданный сюрприз заставил Хань Ли сделать паузу. Прежде чем он понял, что произошло, земля вокруг заклинания начала разрушаться, высвобождая ослепительный свет. Из земли появилась почти сотня духовных камней, которые тут же начали сливаться с первоначальной формацией, образуя совершенно новую. Это через мгновение Хань Ли понял, что произошло. Активировалась огромная транспортная формация. При виде этого его сердце ушло в пятки. Кто знал, откуда оно? Он взволнованно убрал ледяную стену и во вспышке молнии тут же переместился, чтобы вырваться из зоны телепортации, но Хань Ли явно опоздал. Формация загудела, и ослепительный белый свет охватил сотни метров, начиная с центра формации. Когда свет погас, ничего не осталось. Хань Ли, серебрянокрылый ночной демон и другие культиваторы исчезли. Никто не мог знать, что то же самое произошло в 3 других редких местах в Великой империи Цзинь, где были пойманы самые опасные монстры. Высокоранговые культиваторы клана Е собрались над небольшим озером в Наньцзяне. Все они были переполнены волнением. Культиватор среднего возраста с квадратным лицом схватил за грудки престарелого старика. С пепельным цветом лица он закричал: «Что происходит? Разве заклинания, которые мы разместили, не должны были скрыть эти ограничительные заклинания? Что-то не так с ними или они просто не активируются?» Все культиваторы в пределах нескольких тысяч километров смогут увидеть, что происходит. Здесь соберется бесчисленное количество культиваторов, и это приведет к уничтожению всего нашего клана. Позади него другие культиваторы клана Е выглядели особенно мрачными.
В самом центре небольшого озера в небо возвышалась белая колонна шириной в 100 метров. Ее окружало 6 других разноцветных источников света. Седовласый старик, великий мастер ограничительных заклинаний, ответственный за снятие печати, испугался и сказал: «Я не знаю. Вчера я четко исследовал иллюзорную формацию и приказал своим ученикам активировать ее сегодня утром. Второй брат, отпусти племянника Луна». Он приложил кропотливые усилия, чтобы снять печать. Быстро активируй иллюзорную формацию, если она не активна. Сейчас не время искать ошибки. Если мы сможем решить проблемы в ближайшее время, в худшем случае мы сможем решить эту проблему, убив всех культиваторов в окрестности 1000 километров. Тот, кто говорил, был конфуцианским ученым лет 30. У него были белые одежды и безупречная кожа, но тон его слов был абсолютно холодным. Как только эти слова были сказаны, культиватор с квадратным лицом немедленно отпустил старика. Затем конфуцианский ученый указал на других старейшин клана. Они тут же поклонились, выполняя его приказ: «Да, великий старейшина». Они быстро ушли. Получив приказ, ученый повернулся к седовласому старику и спросил: «Иллюзорная формация скроет наше присутствие, но насчет уничтожения ограничительного заклинания?» Бесстрастный голос ученого заставил старика дрожать. Он ответил уважительным тоном: «Великий старейшина, проблем не должно быть. Печать на горе Куню уже начала трескаться и становится все слабее. Примерно через год вся печать должна исчезнуть». Молодой ученый равнодушно сказал: «Да, так и будет. Немедленно соберите низкоранговых учеников и приготовьтесь уходить. Скрываемся там, где мы планировали. Если кто-нибудь осмелится показаться в этом году, он будет подвергнут наказанию клана». Услышав это, сердце старика снова дрогнуло, и он быстро подчинился приказу. Затем он упал на землю и скрылся из виду. В этот момент другие культиваторы успокоились и спокойно зависли в воздухе. Расположение иллюзорных формаций было неподалеку, и, учитывая скорость культиваторов зарождающейся души, потребовалось совсем немного времени, прежде чем они вернулись. Один из старейшин клана Е, который пошел проверить, что да как, вернулся с выражением яростной тревоги. «Великий старейшина!» Все иллюзорные формации были уничтожены, и ученики, которые управляли ими, исчезли без следа. Когда это было сказано, выражение ученого стало мрачным, а в его глазах вспыхнул холодный блеск. Услышав это, другие культиваторы запаниковали. Глава 993. Изменения в небе. Вскоре после этого вернулись остальные, кто был отправлен на осмотр иллюзорных формаций. Результат был тот же. Формации были уничтожены, а ответственные ученики исчезли. При этом все присутствующие почувствовали, что что-то не так, и замолчали. Ученый горько рассмеялся и сказал: «В 50 километрах нет других культиваторов. Что-то слишком странное в том, что кто-то сломал наши формации, пока мы не сняли печать. Кажется, это дело одного из нас». Одного из нас. Как это возможно? Здесь есть только члены клана. Что здесь происходит? Нет, есть кое-кто не из нашего клана. Немного подумав, стало очевидно, кто это. Большинство культиваторов повернулись и взглянули в сторону этого человека. У него была обычная внешность и спокойное выражение на лице. Это был замаскированный высший демон. Великий старейшина клана Е сказал: «Старейшина Хань — это тот, кого я лично пригласил, и он всегда оставался на стороне седьмого дяди». «Верно», — сказал эксцентрик с большой головой. «Даосист Хань всегда был рядом с нами». Когда другие культиваторы услышали это, их подозрения развеялись. Затем ученый повернулся к культиватору с квадратным лицом и сказал: «Второй брат, ты можешь проверить дно озера и посмотреть, есть ли там кто-нибудь из пропавших учеников?» «Да», — с готовностью согласился человек с квадратным лицом. После этого он влетел в пучину воды в виде яркой полоски света. Ученый торжественно сказал: «Старейшины клана, давайте подготовимся. Хотя произошли поразительные изменения, и мы больше не можем скрывать этот вопрос, у нас есть небольшой промежуток времени. В Наньсяне нет чрезвычайно влиятельных сект, и для тех, кто может сразиться с нами, потребуется как минимум полгода, чтобы добраться сюда. Хотя мы не знаем, что находится в горе Куну, но нам нужно будет как можно скорее найти ее скрытые сокровища. В первую очередь нужно найти 2 божественных духовных сокровища, иначе мы не сможем защитить себя от надвигающейся бури. Эти паразиты замышляли против нас 1000 лет и уничтожат наш клан, если представится такая возможность. Назад пути нет». Другие почувствовали, как их сердца задрожали от его слов, и синхронно ответили: «Как прикажете, великий старейшина».
Вскоре над озером собрались культиватор с квадратным лицом, великий старейшина и великий мастер ограничительных заклинаний. Третий брат, пропали два мастера ограничительных заклинаний, племянники 5 и 12. Может быть, они предали нас? Угрюмо произнес культиватор с квадратным лицом. Ученый фыркнул. Скорее всего, их убили, а их души обыскивали. Когда они пропали без вести? С мрачным выражением на лице и холодным потом на лбу седовласый старик ответил: около 2 дней назад, великий старейшина. Они отвечали за ограничительную формацию вдали, поэтому их исчезновение не вызвало никаких подозрений. Мы обнаружили, что они пропали без вести после того, как все ученики собрались. Ученый холодно ответил: кажется, проблема заключается в этих двух. Но то, что с ними случилось, уже не важно. Когда мы войдем в гору Куну, это будет неважно. Вы проверили место вскрытия печати? Да, оно в 10 километрах к северу и 3 километра в глубину. Само отверстие должно быть шириной в 100 метров. Возглав путь, мы отправляемся, без колебаний сказал ученый. Да, великий старейшина. Поклонился седовласый старик. Группа из 9 человек отправилась на север и вскоре оказалась над зелеными джунглями. Седовласый старик опустил взгляд вниз, а затем призвал в руки серебряную пластинку. Пробормотав, старик ударил по нему заклинанием, в результате чего его поверхность покрылась ярким светом и талисманными символами. Это здесь. Взглянув на пластинку, старик подтвердил местонахождение. Хорошо. Сказав это, ученый повернулся к старой даосистской монахине и сказал: «Девятая сестра, освободи своего духовного зверя. Мы спускаемся». Монахиня произнесла короткое признание и хлопнула по сумке для хранения духовных зверей на поясе. Из нее тут же вырвался желтый свет и расширился, обнажив 30-метровую многоножку. Из ее рта исходила зловещая зеленая ци. Кроме старика в белом, все культиваторы клана Е влетели на спину многоножки. По приказу монахини слой желтого света окружил тело многоножки, покрывая всех культиваторов на ней. Затем она метнулась вниз, исчезнув в мгновение ика. Старик какое-то время парил над землей. Не видя признаков того, что культиваторы клана Е вернутся, он глубоко вздохнул и полетел назад. Тем временем в небе за 100 километров было несколько культиваторов в синих одеждах с красными повязками на голове. Они смотрели на столбы света на расстоянии и испуганно переглядывались между собой. Юноша лет 20 спросил, что могло произойти. Загорелый культиватор среднего возраста сказал с мрачным выражением на лице: это, конечно, необычное дело. Младший военный брат Юй, быстро доложив секту. Я приведу сюда остальных учеников. Услышав это, он метнулся вдаль на своем магическом инструменте. Затем остальные отправились к свету. В более отдаленном месте на высокой горе собралось более 100 разных культиваторов. Все они обладали низким уровнем культивации, причем большинство из них находились на стадии уплотнения ци. Хотя их уровень культивации был низким, они ясно видели столб света вдалеке. Все их взгляды были устремлены в его направлении. Под пустынной горой стоял наполовину облысевший старик при открытых каменных ворот. Он смотрел на столбы света вдалеке с задумчивым выражением лица. Со временем открытые колонны света продолжали привлекать стаи культиваторов из разных слоев общества. Вскоре информация о великих сокровищах, появившихся в мире, распространилась по всей префектуре Наньцзянь с шокирующей скоростью. Несколько дней спустя эта новость распространилась в близлежащие регионы, вызвав активность вокруг Наньцзяня. Когда все это произошло, Хань Ли оказался в центре огромной транспортной формации в гигантской сталактитовой пещере. Он мрачно смотрел под себя, заметив разбитые цепи, которые светились сверкающим красным светом. Это были магические инструменты, которые сдерживали серебряно-крылого ночного демона. Поскольку цепи были разбиты, он понятия не имел, куда мог исчезнуть ночной демон. С этой мыслью он пристально посмотрел на свой пояс. Там был нефритовый талисман, который светился люминесцентным светом. На нем были знакомые талисманные символы. Они принадлежали редкому талисману для телепортации, который он в последний раз видел в области моря рассеянных звезд. Он нахмурился и щелкнул рукой, приманив светящийся синий медальон, медальон великой телепортации, который он приобрел давным-давно. Опасаясь, что он мог быть уничтожен пространственным давлением, он призвал медальон в руку до того, как телепортация закончилась. Конечно, он не мог ожидать, что, как только свет формации поглотит его, подобный талисман внезапно появится у него на поясе. Было неизвестно, было ли это что-то странное в самой формации, или создатели формации приготовили особые меры. Несмотря на это, эта формация сильно отличалась от современных формаций и вызывала большой исследовательский интерес. Подумав об этом, Хань Ли потянулся к талисману на поясе, но прежде чем он успел даже коснуться его, он рассыпался на блики света.
Хань Ли горько улыбнулся, слегка удивившись. Изготовление талисманов для телепортации было кропотливым занятием, и духовной силы хватало только для одного использования. Похоже, это применимо и к другим талисманам телепортации. Затем Хань Ли осмотрелся и нашел зверя плачущей души и двух подвешенных серых коконов, к которым также были прикреплены разбитые нефритовые талисманы. Трупный волк был мертв, а зверь плачущей души высотой в 10 метров прыгал на нем, стуча кулаками по груди. Благодаря своему мощному духовному чутью Хань Ли смог быстро оправиться от головокружения из-за телепортации и использовал возможность смертельно ранить его своей божественной дьявольской молнией. Затем зверь плачущей души фыркнул желтым туманов, поглотив всю трупную волка из его тела, с легкостью добив его. Однако серебрянокрылого ночного демона, похоже, это не волновало, и он не собирался продолжать бой. Наконец он обрел свободу и решил немедленно воспользоваться этой возможностью, покинув это место со скоростью ветра. Глава 994. Достигающие небес горы. Хань Ли не собирался гоняться за серебрянокрылым ночным демоном в этом новом месте. Без сдерживающего демона барьера убить его было не так просто, даже с помощью веера 3 огней. Хань Ли повернулся и взглянул на зверя плачущей души, который размахивал белым предметом в руке, и улыбнулся. Присмотревшись, он увидел маленькую лошадь с 2 зелеными глазами и ростом в полфута. Это была призрачная иньская лошадь, цель их опасного путешествия. В момент телепортации она снова скрылась на теле трупного волка. Поэтому ее тоже захватило желтым туманом, который зверь плачущей души использовал, чтобы извлечь ци трупного волка. Если бы Хань Ли не заметил это и не приказал зверю плачущей души остановиться, призрачная иньская лошадь могла быть поглощена им. Кроме того, ночной демон оставил 2 летающих меча после телепортации, и Хань Ли легко смог их забрать обратно. К несчастью для зарождающейся души женщины в черном, ночной демон проглотил ее до того, как сбежать. Единственное, что портило настроение Хань Ли так, это то, что его хрустальная летающая игла была захвачена ночным демоном. К счастью, ночной демон не сможет быстро скрыть свои духовные следы. Так что возможность забрать их еще появится. Отбросив эти мысли в сторону, Хань Ли огляделся. Пещера, в которой они находились, очень напоминал подземную пещеру, из которой они телепортировались, но воздух был наполнен обильной духовной ци. Казалось, что эта пещера была расположена над высокоранговой духовной жилой. Затем он взглянул на транспортную формацию, на которой стоял. Исходя из своих знаний и опыта, он смог сказать, что это была принимающая транспортная формация. Другими словами, не было никакого способа вернуться назад, используя ее. Хань Ли нахмурился на мгновение, а затем перевел взгляд на огромные коконы. Из них исходили сильные импульсы духовной ци, свидетельствующие о том, что старик Фу и Бай Яой были еще живы. Хань Ли немного помедлил, а затем приманил зверя плачущей души вместе с призрачной иньской лошадью. Затем он положил ее в сумку для хранения духовных зверей, прикрепив несколько ограничительных талисманов. Сделав это, Хань Ли поднял руку и выпустил 2 плотных молнии золотых молний в серые коконы. Раздался взрыв, и огромная сеть молнии обернулась вокруг коконов. Битва между молнией и нитями длилась какое-то время. Без контроля серебрянокрылого ночного демона призрачные демонические нити начали рассеиваться, слой за слоем, под воздействием молнии. В конце концов, коконы треснули, показывая старика Фу и Бая Яой. У них обоих были бледные лица и неприглядные выражения. Проведя столько времени в коконах смертельной призрачной ци, они наверняка пережили мучительную боль, считая, а их магическая сила была сильно истощена. Старик Фу расслабился и душевно поблагодарил Хань Ли. «Большое спасибо, брат Хань, за наше спасение». Бай Яой поклонилась и слегка улыбнулась. «Если бы не великие способности брата Ханя, боюсь, мы бы все погибли». Кто бы мог знать, что в Иньянской пещере обитал серебрянокрылый ночной демон. Мы не смогли защитить себя, когда этот монстр напал на нас. В этой борьбе господин Даосист Юань потерял свою зарождающуюся душу и погиб. Хань Ли слегка улыбнулся, услышав их благодарность. Хотя они казались благодарными, Хань Ли заметил в их глазах след страха. В конце концов, эти двое могли чувствовать битву, находясь в коконах. Хань Ли не только мог сражаться с серебрянокрылым ночным демоном, но даже заставил его бежать. У этих двоих абсолютно не было бы шансов против него, и, учитывая тот факт, что их телепортировали в какое-то загадочное место, где больше никого не было, они не могли чувствовать себя спокойно. Если бы у Хань Ли были злые намерения, для них все было бы плохо. Не обращая на это никакого внимания, Хань Ли бросил сумку для хранения духовного зверя старику Фу, там призрачная иньская лошадь. «Ты бы мог сделать 2 лишние таблетки и отдать их мне». Старик Фу расслабился, услышав это, конечно.
Если я смогу сделать достаточное количество таблеток, то они твои. Бай Яой улыбнулась, у меня нет возражений. Мне очень стыдно, что я полностью полагаюсь на твою силу. Вполне естественно, что ты получишь большую долю. Затем Хань Ли посмотрел в сторону выхода из пещеры и прищурился, хорошо. Вам следует отдохнуть здесь. Я пойду вперед и посмотрю, как обстоят дела снаружи. Брат Хань, пожалуйста, проверь. Мы можем остаться здесь и восстановить силы, старик Фу не возражал. Бай Яой кивнула и села, скрестив ноги. Хань Ли улыбнулся и, окутав себя лазурным светом, полетел вперед. В то же время он полностью высвободил свое духовное чутье на случай, если серебрянокрылый ночной демон спрятался где-то поблизости или два культиватора планировали уйти. У его меток отслеживания оставалось несколько дней до истечения срока действия. Поскольку Хань Ли не был святым, у него также возникала мысль о том, чтобы убить их ради сокровищ. Однако он слишком мало знал о таблетке культивации зарождающейся души. Даже если бы он смог получить ее формулу, его шансы на успешное изготовление были невысоки. Эти двое также произвели на него благоприятное впечатление, поэтому он не хотел их убивать. Поэтому, немного подумав, он решил освободить их. Выйдя из пещеры, он нашел лестничный пролет вверх. Лестницы не было видно ни конца, ни края. Странно, неужели они глубоко под землей, чувствуя себя несколько удивленным, он полетел прямо вверх. Вскоре Хань Ли удивился еще больше. Некоторое время он летел вверх, но она все еще не кончалась. Хотя он пролетел совсем немного, его скорость была впечатляющей. Если бы не его мощное духовное чутье, он бы заподозрил, что попал в какое-то ограничение. Как лестница может быть такой длинной? Хань Ли пролетел несколько километров, прежде чем наконец увидел свет в конце. Вылетев из тоннеля, он оказался в большой вымощенной камнями комнате. Пол протяженностью более 3 километров был сделан из каменного кирпича. И он мог чувствовать запах сладкого растения. Духовная ци была даже более плотной, чем внизу, рядом с транспортной формацией. Однако все это бледнело по сравнению с тем, что он увидел, что впереди. В конце мощеного участка была высокая скала, и когда он поднял глаза, он увидел только гору, которой не было ни конца, ни края. За ним также была высокая горная стена. Похоже, они находились в долине. Хань Ли долго смотрел в небо и увидел несколько извилистых скал. Недолго думая, он взлетел в небо. Пролетев несколько километров, Хань Ли в конце концов вылетел из долины и увидел то, во что сложно было поверить своими глазами. Вскоре он поспешно выстрелил вперед и обошел все вокруг, а затем вернулся на свое прежнее место. Единственное слово, которое пришло в голову Хань Ли, было «большой». За свою жизнь Хань Ли множество гор, самая большая из которых — священная гора Острова Небесной Звезды. Огромная гора перед ним, казалось, была столпом, тянущимся к небесам, и то, что он видел, можно было разделить на 81 этаж дома для культиваторов, по его самой низкой оценке. В настоящее время он находился у подножия огромной горы и не мог сделать точного сравнения по размеру со священной горой Острова Небесной Звезды, хотя мог догадаться, какая из них больше. Подняв голову, он увидел бирюзовое небо. Долина, из которой он вышел, была ничем иным, как незначительной трещиной в горах. Но что особенно беспокоило Хань Ли и лишало его дара речи, так это то, что на вершине горы было огромное ограничение. Осмотревшись, он увидел белый световой барьер, покрывает гору целиком. Такое массивное зрелище приводило в восторг Хань Ли, это определенно сделали древние культиваторы. Немного поколебавшись, он достиг барьера за промежуток времени, за который можно было выпить чашку чая. Он был всего лишь пятнышком по сравнению с массивным барьером. Он долго осматривал его, но полетел назад, не в силах понять, насколько он бы плотный. «Нет смысла проверять его силу», — подумал он. Не говоря уже о культиваторе на средней стадии зарождающейся души, даже культиватор стадии божественной трансформации не сможет уничтожить его грубой силой. Взглянув на гору, Хань Ли удивился, что звуков не было. Он не слышали ни щебетания птиц, ни воя зверей, словно в горах вообще не было жизни. Было довольно странно, что обильная духовная ци окружала гору, удивляя Хань Ли. С мрачным выражением лица он вернулся в долину, к транспортной формации. Глава 995. Фиолетовый туман. Вернувшись в пещеру, он обнаружил, что старик Фу и Бай Яой медитируют. Хань Ли не собирался их беспокоить. Наоборот, он похлопал по сумке для хранения и вынул кучу флагов и пластин, а затем подбросил их в воздух. Разноцветный свет окутал всю пещеру.
Это была простая ограничительная формация с эффектами сокрытия и обнаружения, позволяя заблаговременно предупредить, если кто-то приблизится к ним. Двое других не обратили внимания на действия Ханли, продолжая медитировать. Ханли улыбнулся при виде этого и сел, скрестив ноги, в угол пещеры, присоединившись к ним в медитации. В течение дня старик Фу и Бай Яой постепенно восстанавливали свою магическую силу и вскоре пришли в себя. Когда они встали, лицо Ханли зашевелилось, и он открыл глаза, спрашивая: «Господа, вы восстановили свои силы?» Бай Яой ответила со сладкой улыбкой на лице: «Большое спасибо за твою защиту, брат Хань. Мы почти восстановили нашу магическую силу». Старик Фу посмотрел в центр огромной транспортной формации и спросил: «Брат Хань, ты уже был снаружи, где мы?» Ханли спокойно ответил: «Да, но я не уверен. Мы находимся в глубине гигантской горы и окружены гигантскими ограничениями». Глаза старика Фу загорелись, и он уверенно сказал: «Поскольку ты прибыл из-за границы, ты не очень знаком с отличительными чертами нашего материка. Я мог бы узнать, где мы находимся». Ханли усмехнулся и небрежно ответил: «Вот как? Тогда можешь сам посмотреть». Услышав это, глаза Бай Яои загорелись. Судя по тону брата Ханя, в этой горе есть нечто особенное. «Можно мне тоже посмотреть?» Ханли равнодушно кивнул. Поскольку он обладал гораздо большими способностями, чем те двое, было вполне естественно, что он стал их лидером. Они переглянулись между собой и вылетели из пещеры. Ханли остался внутри, но взмахнул рукой и вызвал пластинку слежения. Глядя на нее, он мог четко видеть белую и черную точку. Прищурившись, он продолжил смотреть в тишине. Вскоре он вскинул бровь от удивления и спрятал ее во вспышке света. После этого свет с лестницы сверкнул, и два культиватора вернулись. Однако у них теперь были мрачные выражения на лицах. «Ну, вы что-нибудь обнаружили?» — спросил Ханли с загадочной улыбкой. Хотя он не был знаком с Великим Цинем, он знал, была ли духовная гора такой большой, какой он видел. Старик Фу криво улыбнулся: «Брат Хань, сейчас не до шуток. Я никогда не слышал о такой большой горе. Мы не уверены, что находимся в Великом Цине». На его лице было беспокойство. Бай Яой нахмурилась. «Верно, если бы эта огромная гора находилась в Великом Цине, мы бы наверняка слышали о ней раньше». «Возможно», — спокойно сказал Ханли, «хотя я не знаю много о внешнем ограничении или обстоятельствах, окружающих гору, я уверен, что эта транспортная формация была установлена древними культиваторами. Формация могла активироваться из-за битвы или даже из чего-то другого. Но это не важно, давайте лучше пока займемся изготовлением таблетки культивации зарождающейся души, а затем продолжим». Немного помолчав, старик Фу улыбнулся и сказал: «Слова брата Ханя разумны. Духовная ци здесь в изобилии, поэтому мы можем остаться здесь немного дольше. Кроме того, нам нечего бояться здесь с братом Ханем. Что может случиться?» Бай Яой также с нетерпением жаждала таблетки и кивнула. «Брат Фу, ты слишком радуешься». Ханли изменил тон и сказал: «Я не уверен, заметили ли вы двое, но внешние ограничения сильно подавили наше духовное чутье, позволяя нам увидеть только пару километров. Я не уверен, сколько времени нам понадобится, чтобы обыскать этот гигантский район». Бай Яой ответила: «Так же странно, что на этой горе нет жизни. Это не то место, где мы можем спокойно отдыхать». Старик Фу сухо рассмеялся и сказал: «Несмотря на это, духовная ци здесь в изобилии и будет очень полезна для изготовления таблетки. Так что лучше, если я начну прямо сейчас». Двое других не возражали, а также установили несколько дополнительных ограничительных формаций, прежде чем старик Фу начал процесс изготовления таблетки. Сейчас Ханли и Бай Яой оставались в пещере, стоя в карауле. В конце концов, таблетка культивации зарождающейся души была для них очень важной вещью, и они должны были быть готовы к любым неожиданностям. На полпути к огромной горе группа культиваторов клана Е собралась в каменном павильоне. Большинство из них сидели со скрещенными ногами и держали в руках духовные камни. Великий старейшина клана Е, ученый в белом халате, парил над ним и безразлично смотрел на ступеньки впереди. Они были сделаны из чистого белого нефрита. Издалека это выглядело так, словно это была лестница в небеса. Однако, белые ступени были почти 20 метров в ширину, и когда он поднял глаза, он увидел только лестницу, которая уходила в белый туман. Вскоре на горизонте вспыхнул свет, который стал к ним приближаться. Ученый зашевелился и повернулся лицом к приближающемуся свету. Он прибыл перед ним в мгновение ока и исчез, показывая эксцентрика с большой головой, седьмого дядю клана Е. Эксцентрик торжественно сказал: «Младший третий, я уже пролетел несколько десятков километров по лестнице и нашел расписную арку.
Похоже, это тысячелетние врата культиваторов из легенды, но если не снять запечатывающие их ограничения, продолжить путешествие будет невозможно. Ученый вдохнул и сказал, если это правда, то в прошлом на горе Кунью должно было жить более 10 тысяч древних культиваторов. Мы сможем получить доступ к их резиденциям, войдя внутрь. Эксцентрик посмотрел свысока на культиваторов, отдыхающих в павильоне, и нахмурился, однако ограничения довольно необычны. Мы не можем терять время, нам надо закончить все как можно скорее. Ученый беспомощно сказал, конечно, но магической силы наших старейшин на данный момент не хватает, и им нужно время для отдыха. Мы не можем отделиться от них. Хотя с нами может быть все в порядке, это место не может быть безопасным. Эксцентрик невольно вздохнул, вот как. Я не ожидал, что пройти через отверстие в печати к горе Кунью окажется так сложно. К счастью, мы все на стадии зарождающейся души, иначе кто-то наверняка умер бы. Ученый улыбнулся и собирался сказать что-то еще, как вдруг он изменился в лице и повернулся. «В чем дело?» озадаченно спросил эксцентрик. «Кажется, я слышал какой-то звук», торжественно ответил ученый. «Звук?» Эксцентрик высвободил магическую силу по всему телу и услышал слабые звуки зверя. Напоминало кошку, но звук становился все громче. «Что? К нам что-то приближается». Ледяной свет вспыхнул в глазах эксцентрика, и он взмахнул рукой, вызвав предмет, мерцающий серебряным светом. Ученый пристально посмотрел вдаль. Вскоре появилось пурпурное облако, летящее в их направлении. В мгновение ока оно приблизилось к ним и остановилось в 300 метрах. Ученый и эксцентрик увидели едва различимую черную фигуру в тумане и алые глаза. Глаза были наполнены враждебной яростью. Эксцентрик взмахнул рукой с мрачным выражением на лице, выпустив серебряную полосу из его руки. Она исчезла из поля зрения, но в этот момент из пурпурного тумана внезапно появилась пара огромных птичьих когтей. Столкнувшись, вспыхнул серебряный свет. Раздался мощный звериный рык, и огромные когти жестко вцепились в объект, изысканный серебряный клинок. Он был несколько дюймов в длину и сверкал ярким светом. Однако с когтей капало зеленое, и чудовище выло от боли. С зловещим блеском в глазах пурпурный туман внезапно исчез, оставив в поле зрения только два злобных демонических глаза. Но даже они исчезли через несколько мгновений. Боевой дух культиваторов тут же упал. Монстр был опытен в техниках сокрытия. Учитывая, что их духовное чутье было ослаблено ограничением на горе, сражаться с ним было очень трудно. Двое переглянулись между собой, а затем активировали свои техники. Эксцентрик выплюнул желтый летающий меч, который сделал круг вокруг хозяина и увеличился до 3 метров в длину. После этого меч засверкал ярким светом, испуская полосы ослепительной ци меча диаметром 20 метров. Ученый, холодно фыркнув, взмахнул рукавом и призвал в руку маленький зеленый флаг. Он бросил его на землю, и из него выскочила зеленая ци, создавая туман, окутавший всех культиваторов клана Е поблизости.